и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет. Кажется, его американская мечта обернулась полным фиаско. В своей съемной квартирке на задворках Лос-Анджелеса главный обличитель российского спорта себе на обед заваривает китайскую лапшу. Я делаю сложную вещь, доширак, ну, в смысле местного размера. В холодильнике прокисший арбуз и капуста брокколи. А ведь тогда, в 2016-м, покидая родину, Григорий думал, что там, за океаном, его ждет совсем другая жизнь. Фанфары и несметные богатства. Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа. Он даже не пытается скрыть, что там, на чужбине, он страдает от одиночества. Родченкову не хватает женского внимания. Так, посуду еще надо мыть. В эмиграции свое горе и тоску по родине перебежчик Родченков пытается утопить в алкоголе. Выпил, просто мозги выносит, а? Чтобы мне все приготовить, мне скоро на работу уже идти. Так, все, выпиваю. Эти неожиданные откровения на редкость болтливого беглеца оказались в распоряжении центрального телевидения. Спустя 3 года после Сочинской Олимпиады настало то самое время, чтобы узнать who is мистер Родченков. Вот я уличная собака, я со спортсменами по локоть в моче. Они сидят на подоконниках, на меня тявкают. Гав, гав, гав. Жонглируя комическими метафорами, это сейчас он сидит буквально на хлебе и воде. То, что мой бюджет пришел в истощение. А плевать. В Москве я приходил там в любой ресторан, я на цены не смотрел. А ведь еще каких-нибудь 3 года назад Родченков как сыр в масле катался, был на хорошем счету и водил дружбу с министром спорта России. С Мутко мы расстались добродушно, потому что если бы Мутко, зараз такая, меня бы уволил, он бы обязан был бы по моему контракту выплатить мне 4 моих зарплаты. А как в Минспорте у меня была самая высокая зарплата, то я на этом потерял 2,5 миллиона рублей. У меня официальная была зарплата 600 тысяч в месяц. Пик карьеры Родченкова, подготовка к играм и сама Олимпиада. В это время он активно прорабатывал план Сочи, о чем отчитывался в своем дневнике. По собственному признанию, это он сделает российских атлетов непобедимыми. Есть люди, которые, к сожалению, тоже являясь лжецами, убеждают весь мир, что у нас, например, есть система, государственная система допинга и так далее. Да, мы дали этот повод. Да, мы были в некоторых моментах, тому докладу, который был сделан по России, по допингу в России, есть какие-то нюансы, которые действительно имели место быть, но они все исправлены. Из дневника Григория Родченкова от 29 января 2014 года. Нет никакого четкого понимания плана. Это просто кошмар. Мутко очень волнуется из-за биатлона. Все выходит из-под контроля. Полный хаос. Борьба с допингом мне совершенно похер. Что меня бесит, это то, что люди, которые вообще не представляют, что такое борьба с допингом, не сделали ни одного анализа, кровью не поссали, некоторые не пробежали. Вообще никто и ниоткуда начинают вещать такие фундаментальные, так сказать, манифесты. Свой бесславный и скандальный путь на вершину Олимпа, а точнее в кресло директора, он начнет в далеком 82-м. После окончания химического факультета МГУ устроится специалистом по выявлению запрещенных препаратов в Московский антидопинговый центр. Спустя еще 9 лет Родченков найдет работу всей своей жизни в столичной антидопинговой лаборатории. Но в нашей стране не было никогда лаборатории лучшей в мире, одним из лучших директоров, чтобы это все работало как швейцарские часы. Там это бывало, но случайно. В конце нулевых он станет полноправным хозяином организации и окончательно потеряет бдительность. В то время российский спорт еще не будет трясти от ударов ВАДА и МОК. Но в 2013-м раздастся первый звонок. Под арест за незаконный сбыт допинга отправится сестра Родченкова Марина. Меня зовут Марина Родченкова, я заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, 3-кратная чемпионка мира в командном зачете. Сестра господина Родченкова Марина живет здесь, в этом доме на западе Москвы. Говорят, они готовили свой дюшес. Мы хотели с ней поговорить. Не получится. Не получится? Почему? Потому что... У нее нету дома? Ну сколько можно уже приезжать снимать? То есть она уехала, она не живет здесь? Уехала, здесь у него. Тогда Родченкову удастся выйти сухим из воды, но работа его центра заинтересуется ВАДА, и в декабре 2013-го агентство попросит лишить московскую антидопинговую лабораторию аккредитации. До открытия Сочинской Олимпиады оставалось 2 месяца. Когда там один козел, кто же это был, сказал, что мы сейчас будем, там, наверное, менять директора лаборатории, меня терпеть не мог, то ему ВАДА сказала: хорошо,
Но только директора лаборатории будем назначать мы, и, возможно, не из России. То есть, типа, я, конечно, сукин сын, но я как бы сын сукин сын. То есть уже тогда он одной рукой держал дневник, а другой подсаживал российских спортсменов на допинг. И то, и другое для Родченкова ничего личного, просто бизнес. Это всего 2 килограмма, ты чё? $1 миллион долларов моей сумки, это стоил мой day by day, час by час, дневник 2014 года. Из дневника Григория Родченкова от 13 января 2014 года. Родченков. Рецепт коктейля из 3 анаболических стероидов «Дюшес» готов. Из дневника перебежчика все узнают о коктейле Родченкова, которым он сам вроде бы и опаивал российских атлетов. Чтобы приготовить этот чудо-коктейль, нам потребуются следующие стероиды: тремболон, метинолон и оксадролон. Если верить описаниям Родченкова, таблетки выдавались в банках без этикеток и отличались лишь цветом крышек. Далее все это отправляем по бокалам, добавим алкоголя. Так препараты должны быстрее раствориться в крови. Для мужчин выбираем что покрепче, для женщин и вермут подойдет. Смешиваем, но не взбалтываем. И вот тот самый дюшес готов. Пить это адово снадобье вовсе не обязательно. Для достижения нужного эффекта достаточно было просто прополоскать этой желтоватой жидкостью рот. Причем девки совершенно не пищали. Девки держали виски во рту сколько надо. А ребята, ой, жжется, ой, мы хотим еще, ой, мы хотим глотнуть. Но это, мне кажется, уже скорее психиатрическая проблема. Достаточно посмотреть на эти дневники, чтобы понять, что этому гражданину нужна прежде всего психиатрическая помощь, а не какая-то другая. А Родченков и сам этого не скрывает. О своем заточении в психиатрическую лечебницу говорит, не стесняясь, прямо и откровенно. И ведь за язык химика никто не тянул. Самое интересное, значит, когда я там лежал в психушке, прекрасное, кстати, место для общего развития. Значит, кухня закрывалась в 6 часов. Естественно, в 9 вечера, через 3 часа, все ужасно хотят жрать. До отбоя еще целый час. И вот все начинают шуршать и доставать из всяких там закромных уголков доширак. На его счету десятки загубленных спортивных карьер, но все могло обернуться совсем иначе. Ведь свою новую жизнь за океаном он начнет после того, как попытается в прямом смысле свести счеты со своей старой жизнью. Вы знаете, что я тоже человек с того света, я сам себя чуть не убил. Неужели Родченков пытался покончить жизнь самоубийством? Почему он хотел свести счеты с жизнью? Ответ уже через пару минут. Никуда не уходите, оставайтесь с нами. Это центральное телевидение. Нам пришлось прервать на рекламу сенсационное откровение Григория Родченкова, того самого главного информатора ВАДА, на показаниях которого и строятся все обвинения против российских спортсменов. Неужели сбежавший от российского правосудия жулик-коррупционер ни в чем не раскаивается? И почему тогда он пытался покончить жизнь самоубийством? Узнаем прямо сейчас. Вы знаете, что я тоже человек с того света, я сам себя чуть не убил. В ноябре 2015-го ВАДА обвинит человека со справкой в намеренном уничтожении больше 1000 допинг-проб. Работу московской лаборатории остановит, а Родченкова отправит в отставку. После чего он пойдет на отчаянный поступок и решит свести счеты с жизнью. Я же себе сделал харакири. То есть, если бы пивом я что-то пробил, если бы нож я бы держал бы не так, а вот так, вот так. На самом деле логично вот так держать. Ты попадаешь в правое предсердие. И меня успели довести. Если я попал бы на сантиметр левее, ну так неудобно держать нож, sorry for that, то я бы просто захлебнулся бы в крови, потому что я пробил себе и легкое, и оба желудочка сердца. Российские врачи вытащат Родченкова с того света. Когда химик придет в себя, он окончательно решится на иммиграцию. Мне платят вот эту квартиру, достаточно дорогую, и машину, последняя модель Infiniti. Цена моя растет. Сегодня, находясь под действием программы по защите свидетелей в США, Родченков не чувствует своей вины перед Родиной и по-прежнему из-за океана грозится новым компроматом, обещая похоронить весь российский спорт. Мутко говорит, а у нас 30 положительных. Да я сделаю так, что у тебя из 20 тысяч будет одна положительная. И я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет. Внезапно этот разговор прервет шум за окном его квартиры. Зараза, уронила, дура такая. Уже такая толстая негритянка пошла мусорницу, уронила вместе с собачьим говном. Ну что за страна?
Похоже, американцы еще не поняли, с кем имеют дело. А может быть, они пригрели змею на своей шее? Ведь эту войну компромата он может начать и против них самих. Терять Родченкову больше нечего. Я уже, как ты знаешь, пуповину перерезал. Былого не вернуть. Скандал закончится, и о Родченкове точно никто не вспомнит. Разве что осадочек останется. Ведь вышло так, что вся эта антироссийская спортивная истерия держится на показаниях пациента Кащенко. Алексей Семахин, Юрий Рябакой, Наталья Усенко, Константин Мальцев, Ярослав Филатов. Центральное телевидение.